Любовный треугольник. Как понять, насколько это серьезно? Как понять, насколько сильно привязан мужчина к своей любовнице? Насколько эти отношения серьезны и какая вероятность того, что он перестанет изменять и вернется в семью, и потребности изменять больше не будет? Как же понять, насколько все серьезно? Первый фактор, который как лакмусовая бумажка показывает нам серьезность этой связи, это время. Сколько времени он встречается с этой женщиной. Если у вас есть возможность узнать, как давно их связь началась, сколько он именно с этой одной женщиной находится в отношениях, вам это очень поможет. Обычно, если отношения на стороне длятся меньше года, то повлиять на них легче. Потому что первый год человек обычно ходит на гормонах влюбленности. Гормональная система тянет влюбленность, но влюбленность заканчивается в среднем через год. В среднем. У всех очень по-разному, потому что у нас разная система, разная скорость психоэмоциональных реакций. Но можно ориентироваться на временной промежуток в 1 год. Если отношения длятся больше года, это значит, что там уже что-то намного больше, чем влюбленность. Влюбленность заканчивается примерно в это время, и дальше человек начинает уже сильно привязываться. Он начинает человека чувствовать близким, родным. Это привязанность, которая уже окрепла. То есть у нас все наши чувства, действия согласованы с нашей нервной системой. В нервной системе у нас в мозге есть нейронные сети. И если человек больше года в отношениях с кем-то, то вот нейронные сети в его мозге становятся очень большими, крепкими. И, соответственно, сила притяжения пропорциональна крепости этих нейронных связей. И второй фактор, который показывает нам серьезность этих отношений, а готов ли мужчина решать проблемы этой женщины больше, чем это требуется для того, чтобы с ней встретиться. То есть, если его степень вовлеченности в ее жизнь ограничивается тем, а как им выбрать место для встречи, где они встретятся, у нее дома или в машине, или нужно снять номер в гостинице, и он решает только такой порядок проблем, значит, он не сильно вовлечен в ее жизнь, он не хочет сильно там напрягаться. Для жен это может быть хорошим знаком. Значит, раз он не готов так много на себя брать, больше, чем необходимо, значит, не очень сильно он привязан к этому человеку. Если же мужчина для любовницы решает широкий спектр ее проблем и задач, он переживает о том, в какую школу ее пойдет ребенок, например, там, если это не их общий. Он знает о том, как ее мама болеет. Или он знает, с какой подружкой в какое она кафе ходила. Понимаете? То есть то, что шире уже, чем они встречаются, значит, эта женщина ему настолько уже дорогая и близка, что он хочет быть соучастником ее жизни даже вне их встреч. И третий фактор. Как часто они ведут переписку? Что это за переписка? Он просто общается с ней минимально необходимо для того, чтобы встретиться, или у них есть какое-то такое негласное правило, что они постоянно на связи. Может быть, у них есть как ритуал, что утром проснулся, нужно найти время, написать ей «Доброе утро, привет, дорогая». Вечером перед сном с ней попрощаться. Обратить на это можно внимание. Если они постоянно на связи, сохраняя какую-то регулярность, как рутину, утром поздороваться, вечером попрощаться, это знак, что он действительно туда душевно уже сильно привязан. И из того, что я сказала, проанализировав серьезность этой связи, как же понять, а какие шансы вообще сделать так, чтобы мужчина перестал встречаться со своей любовницей, чтобы он вернулся в семью, и потребность изменять у него вот куда-то рассосалась, делась. Безусловно, повлиять на отношения, которые не очень крепкие, которые длятся меньше года, когда мужчина сильно не хочет напрягаться и вовлекается только в решение вопросов, связанных с их встречами. Если он переписывается минимально, необходимо только договориться об этих встречах. Конечно, на такие отношения повлиять легче. На отношения, когда мужчина с любовницей долго, когда он вникает во всю ее жизнь, когда он с ней утром «Привет, дорогая», вечером «Спокойной ночи». Повлиять на них сложнее, но сложнее не значит, что невозможно. Ну а чтобы повлиять, нужно понимать, как вообще устроены измены, почему они случаются, что на самом деле нужно человеку, когда он идет изменять. Знать сильные и слабые стороны своей роли и роли той и другой женщины. То есть если вы жена, то знать сильные и слабые стороны любовницы. Если вы любовница, знать сильные и слабые стороны жены. Вот это все я подробно описываю на курсе. Если хотите узнать это, пожалуйста, приглашаю вас на курс. Ссылка внизу в описании.